Приветик! Сегодня я хотела такое сделать видео, чтобы я посоветовала купить на Алике на 11.11, когда будет распродажа. Но у меня как раз пришла посылочка, то, что у меня заканчиваются пилочки, и как раз начну я вот с них. Я давно уже использую именно эти пилочки, покупаю их постоянно. Надеюсь, я не сильно шумлю. Секундочку. Использую вот эти пилочки. Именно они продаются или с железкой, или без. В этот раз я купила без железок, потому что железок у меня уже много. Там хотя разница очень даже маленькая. Я приклеиваю вот на липкой основе. Они есть, естественно, разный грид. Есть серенькие, есть черненькие. Расскажу сейчас, какие для чего и какие мне больше нравятся. И потом, после применения, я, естественно, так вот подковыриваю и снимаю. Когда я наношу эту пилочку, приклеиваю сюда, у меня есть вот такие вот пилки, я их покупаю тоже дешевые на Алике. И я обязательно прохожусь, она у меня именно чистая, рабочая, только вот для, чтобы спилить вот эти вот стороны, иначе можно поранить клиента. И, естественно, после применения я ее удаляю. Могу сказать, что для полного опила я не думаю, что они проканают, потому что они быстро очень спиливаются. Так как я опиливаю очень мало, подготавливаю ноготок только к покрытию и потом делаю торец, все, весь остальной опил я делаю фрезой, мне этих пилочек достаточно. Теперь о гридности и почему какие. Вот эти черные, мне кажется, больше подходят для гель-лака. Они более такие щадящие. Я их использую, если я делаю гель-лаковое покрытие. А вот эти вот я использую, если я работаю гелем. Как раз вот мне пришли, я заказала, сейчас открою. Я купила и те 180 грид. Тут написано вот 180 грид, они подписывают. Значит, и вот эти тоже 180 грид. Но вот черные я применяю именно для гель-лака или когда вообще там на ремонт, допустим, тоже я использую вот эти вот. Если нужна только одна пилочка, я использую черненькие. А вот серенькие мне именно нравится ими делать опил геля. Очень-очень советую. Получается, они очень дешево. Здесь, по-моему, 100 штук. И надолго мне хватает. На очень долго. И, кстати, там еще есть разные формы. Допустим, такую я не люблю. Я все-таки люблю больше вот этой лодочкой. Очень часто вы видите в моих видео вот эту вот красочку. Я ее обожаю. Часто слышала, что многие с ней не справляются. Но, как уже говорила, надо именно медленно и печально ей рисовать, и все прекрасненько получается. Где-то минутку после того, как я нарисовала какую-то линию, какой-то рисунок, я жду, когда получается этот зеркальный эффект, и после этого я только просушиваю дизайн. Очень люблю эту красочку и советую ее. Также мне нравятся полигели от фирмы Uga Sugar. Это вот их сейчас новенькая упаковочка. Они чуть дороже, потому что с блесками. Но мне все-таки понравились именно которые в баночке. Мне ими легче работать, не нужно ничего не выдавливать. Но в баночках я уже у них не нашла. И из всех полигелей, которые я пробовала на AliExpress, вот именно эти мне самое более комфортно ими работать. Они не прилипают к кисти, и, блин, шикарно с ними работать. Особенно вот эти, которые вот с блесточками, которые без блесток в тюбике. Ну, мне кажется, они слегка прилипают. Но вот такие вот вообще были шикарные. Зря, что они больше их не выпускают. Также Мисце, у них они были в баночках, что мне очень нравится. Они именно густые, не прилипают к кисточке. И теперь у них, опять же, они в этих тюбиках. Такой же, только в тюбиках. Вот не понимаю, почему все-таки в баночке можно и выковырять до конца, и, мне кажется, и работать такими удобнее, чем постоянно выдавливать. Но вот фирма Мисце, мне очень понравились эти полигели. Это спайдер-гели, как оно, паутинка от Beauty Luxe. Из всех Beauty Luxe, то есть из всех спайдер-гелей, которые я пробовала, эти мне понравились намного больше. Как вы знаете, я не пользуюсь все-таки гель-паутинкой. Все-таки я решила, как вот и пигменты, для меня это чересчур, для меня это слишком много грязи. Я использую пластину.
и ей имитирую паутинку. Сейчас я вам тоже ее покажу. Но если вы пользуетесь именно гель-паутинкой, то вот именно эту фирму я советую. Они не растекаются, как это делают другие гель-паутинки. Эту пластину я использую, если нужно имитировать паутинку. Обожаю ее. Во-первых, она очень большая и огромный выбор здесь. Можно придумать все, что угодно. Можно также и уменьшить количество этих полосочек. Но вот этой пластины, как только я ее купила, я и активно пользуюсь. И больше паутинками я не пользуюсь. Все-таки для меня это слишком грязненько. А вот этим у меня получается сделать то, что в принципе я и задумала. Также гель-краски для стемпинга от фирмы Beauty Lux. Недавно ими работала. Как-то я положила их и забыла все. В последнее время я не пользуюсь ни красками, ничего, не рисую, ничего. Занялась стемпингом. Но когда я делала свою работу, кстати, спасибо, девочки, за поддержку. То, что вы меня поддержите на чемпионате. Хотя видео было не об этом. Но тем не менее, спасибо. И как раз вот я в своей работе использовала краску Beauty Lux и очень даже была довольна результатом. Мне еще очень много делать в этой работе. Чуть позже когда-нибудь. Если я выиграю, покажу свою работу. Так вот, я их советую. У меня вся коллекция очень хорошие гель-краски для стемпинга. Ну и раз у меня все-таки такая любовь к Beauty Lux, еще раз покажу эти базы. Эту базу я как-то уже показывала в видео, говорила, что я ее обожаю. Заказала себе еще, они идут в дороге. Мне прям нравится консистенция. И вот носкость показалась просто шикарно. И так как мне, в принципе, на данный момент ничего такого не нужно заказывать, я купила только 2 базы, они скоро придут. И также показывала, что у меня есть такая база, тоже Рубер, только она тик, то бишь она густая. Говорила, что она именно очень густая. И вот, как говорится, если ее ложить на палитру, то в принципе это уже большой расход материала. Как уже говорила, мне посоветовали наносить вот так вот, не знаю как, брать материал, наносить слегка на ноготочки и уже отдельной кистью распределять. Тогда будет меньше перерасход и все будет шикарно. Спасибо большое, я так уже делаю. И надеюсь, эта база такая же хорошая, как и эта. Но эта база мне очень-очень нравится, и я ее советую. Кисточки. Немаловажный такой инструмент в нашей работе. Мне очень нравится фирма Моня. Именно вот эти 2 у меня последние остались, и поэтому хочу себе как раз на 11 купить еще. Мне очень нравятся кисточки от этой фирмы, они качественные и недорогие. Поэтому очень советую, не только полигель, у них вообще огромный выбор кисточек. Я покупаю кисточки только этой фирмы. Еще Бояж или Боня есть, я не помню, как называется. Они мне тоже очень нравятся. Раз уже показала кисточки, покажу и эти. Эта фирма, у них в принципе выбор маленький, я считаю, это маловато будет. Но тем не менее кисточки аж шикарные. Прям никогда их не надо ни подрезать, ни вырезать. Они прям, блин, как доктор прописал. Обалденные кисточки. У меня они активны в использовании. Кстати, эту я использую именно для лепки. И также у меня есть тонкие кисточки, они прям реально тоненькие, тонюсенькие. Это более коротенькая, у меня еще более длинная. Как уже говорила, выбор у них маленький, но тем не менее кисточки просто шикарные. И, кстати, вот у них я покупала кисточки для китайской росписи. Размер у них просто шикарный. У них, кстати, есть вот такие вот кисточки, по-моему, тоже покупала их набором. Ими удобно рисовать, естественно, всякие разные дизайны и использовать для акварели. Одна поменьше и вторая побольше. Прям шикарно все. Ну, кстати, аккуратненько с обезжиривателем. Вот этот единственный их минус, что их не почистишь, они быстренько пачкаются или стираются. Но кисточки у них прям качественные, недорогие и шикарные в работе.
Лаки. Лаки, гель-лаки. Я люблю фирму Beauty Lux. Давно уже говорила, что начала собирать их коллекцию. Но так как у меня очень много лаков, хотя я пыталась уже их как-то там разрядить, но все прям выкинуть не могу, начала собирать коллекцию от Beauty Lux. Мне очень нравится их пигментация. Взяла просто пару цветов из своей коллекции. Где-то у меня около 100 цветов. Просто шикарные. Ну, просто шикарные лаки. Мне, кстати, нравятся также их гели. Вообще люблю эту фирму и с удовольствием покупаю на их сайте на Алиэкспресс. Также могу посоветовать этот топ от Винолиса. Я его использую как и на своих девчонках. И, естественно, купила его, чтобы использовать на типсах. И купила именно большой размер. Перелила себе его в баночку. У меня была такая баночка, потому что она такая огромная. Здесь много вмещается. И вот им пользуюсь. Но еще на своих девчонках я использую Рубер топ от Beauty Lux. Кстати, все топы, которые у них есть, мне, в принципе, они все нравятся. И все-таки люблю я топы с липким слоем. Мне кажется, они меньше повреждаются и меньше царапаются. Поэтому топ от Beauty Lux также советую. Вообще, если посмотреть, покопаться в моей студии, мне кажется, у меня все от Beauty Lux. Я могу все советовать. И, кстати, можно все их продукты прям вытащить и показать, что у меня все есть. Ну, реально, очень шикарный материал у них. Люблю у них покупать праймер. Уже говорила, что у них очень хороший гель для страз, такой густой. Им, кстати, можно делать точечки всякие. Праймер прям покупаю тоже оптом. И уже много-много раз говорила, что я рисую китайскую роспись, которую я уже не рисую. Рисовала раньше на матовом топе без липкого слоя. Тоже покупала их прям оптом по 5 штук, потому что активно им пользовалась. Он у меня шикарный. Но вот не знаю почему, но мне кажется, матовый топ без липкого слоя, тоже его купила, потому что говорили, что он носится лучше. Все-таки матовый топ без липкого слоя, по моему опыту, носится шикарно. Вообще, девочки, все, что у Beauty Lux, блин, все шикарно. Единственный, кстати, один минус у Beauty Lux, не знаю, может, у них уже лучше стала продукция, но мне база их, вот эти цветные, всякие с шиммером, не нравится. Они тоже у них идут в бутылечках, и они со временем, как сказать, расслаиваются, и мне это вообще не нравится. И, кстати, достать их из бутылька тоже сложновато. Надо, кстати, посоветовать им, чтобы они сделали это в баночках, а не в бутылечках. Так что продукцию Beauty Lux советую, прям шикарная продукция. И, кстати, у них есть сертификаты. Не смогла найти, где там мой белый завалялся. Как вы знаете, я не пользуюсь больше белым цветом. Где-то он там не лежит. Кстати, купила я, уже говорила об этом, их вот этот нюдовую коллекцию пастельную. И вот ими часто пользуюсь вместо белого. Но вот черный у них, номер 85, шикарный. Обалденный черный цвет. И вместо белого использую коллекцию. Оставлю ссылочку на нее, то что она реально шикарная именно под дизайны. Для тех, кто, как это я, не любит белый цвет под дизайн. Надо не забыть оставить ссылочку. Также могу посоветовать, ну, фирма не обязательно, ссылочку я оставлю, посоветовать верхние формы. Хоть я ими и редко и пользуюсь, а если пользуюсь, то матерюсь на громко и это. Но тем не менее, если ими примоститься и научиться работать, мне кажется, это все-таки помогает, как-то там помогает в работе. И, допустим, для себя, вот на себе я люблю экспериментировать, мне кажется, на себе делать наращивание намного легче на верхние формы. Этими формами я недавно тоже наращивала, и мне они тоже очень понравились, шикарные формы. Именно для тех, у кого коротенькие ноготочки, то, что вот формы, где вот так вот, как они кралины, которые загибаются, мне такие формы не нравятся. А вот такие вот формы, правда, я здесь слепая, куда засунуть, мне очень-очень нравится. Также у меня есть формы арочные на кончик ноготка. Ими я еще ни разу не пользовалась, но купила.
тоже шикарные, красивые формы. Это такие ногти, я не понимаю. Но может быть когда-нибудь я их использую. Формы для наращивания верхние, ну, мне кажется, в арсенале нужно иметь, хотя бы, чтобы они были, потому что надо. У меня еще есть вот такие вот формы. Показывала их так же само, что я сделала себе ноготки. Скоро собираюсь переделать свои, и тогда уже более подробно покажу их. Но могу сказать сразу, что они просто, ну, блин, обалденные. Мне очень нравится форма. Очень люблю, что типа сверху как будто они зауженные, а сбоку как будто они квадратные. Очень интересная форма. Я не стала покупать вот такую целую коробку. Купила просто там, не помню сколько штук. И мне такого вполне достаточно. Прям коробочки мне целые не нужны. Потому что, в принципе, на клиентах на девчонках я ими не пользуюсь. И уже, как говорила, покупала также и вот такие вот наконечники. Потому что не знала, с какими именно формами мне будет легче работать. С полноценными или которые на кончик ноготка. Но в конце концов мне все-таки стало легче работать с полноценными формами, чем с кончиками. У меня некоторые ноготки, как вы можете видеть, растут вниз. И даже вот 2 недели назад я делала его прямо, а он у меня опустился. И все-таки вот такими верхними формами работать намного легче. Шикарная вообще форма, просто обалденная, интересная. У меня очень много, хотя немного, если сравнить меня с кем-нибудь. У меня где-то около 270 пластин. Когда мы начали подготовку к чемпионату, выяснилось, что, оказывается, не так уж это и много. Много того, что я бы хотела использовать в своей композиции. Мы там делаем там лес, типа сад, огород, тарум-пыром. И у меня оказалось, что там то нет деревьев, то нет там рыбок, то там того нету. Обычно мы покупаем пластины, и смотря из того, когда мы выбираем фотографию пластины, да, там по фото, в интернете, мы понимаем уже наглядно, что мы будем делать с той или иной пластиной. Поэтому, в принципе, в моем арсенале то, что я не собиралась делать работу на чемпионат. Но для чего я их показываю? Я покупаю несколько фирм. Очень люблю фирму Uprotego, даже сотрудничала с ней. Очень люблю фирму Beauty Lux. Мне они нравятся. Вот фирма, которая, как она называется? My London. У меня их тоже много, но как-то вот они никак в моем арсенале вот лежат и, в принципе, никому нафиг не нужны. Uprotego очень пользуется у меня большим спросом. Uprotego, Born Pretty, Nicole Diary — это очень хорошие пластины, и я прям их советую. Обожаю вот такие вот орнаменты, у меня их тоже очень много. В принципе, если вы не занимаетесь темпингом, то и не занимайтесь. Я в последнее время на него подсела и очень люблю эти пластины. Если я захожу на AliExpress, то моя корзина пополняется за 6 секунд, мне все хочется. Также я люблю пластины от DJI, по-моему, называются. Очень люблю большие пластины, потому что мне кажется, если купить большую пластину, будет просто больше выбора. И у меня есть пару-тройка таких пластин, которые я прям использую прям конкретно, даже помню, где они лежат. У меня сразу ассоциируется какой-то дизайн, который я там быстренько в голове придумаю, поэтому именно большие пластины с удовольствием покупаю. У меня, кстати, 2 холдера, вот таких вот очень удобные холдеры. И вот эти 2 холдера у меня уже они полные. Вот, кстати, лежит в конце моя пластина, которая с паутинкой, и я ее обожаю. Тут перебирала, что еще показать, и подумала, покажу вам именно фрезы. Я не гоняюсь за ценой, не ищу где подешевле. Я всегда, если хочу купить фрезы, я просто захожу в 2 моих или 3 моих любимых магазина на AliExpress. Ссылочки на эти магазины я оставлю и просто там уже выбираю, какие мне нужны фрезы. Там, если, допустим, мне нужно сейчас вот в данный момент шарики, я покупаю шарики. Если там пульки, значит пульки. И именно
Покупаю в этих 3 магазинах, и в принципе качеством я очень довольна и советую эти магазины. Ссылочки оставлю в описании, как и все остальные. Ну, раз я уже задела тему стемпинга, куда без нее, то могу сказать, что я пользуюсь на данный момент только фирмой Born Pretty. Меня они практически устраивают. Но у меня там в дороге еще идет одна фирма, она придет, и я уже хочу ее сравнить. Потому что у меня лаки для стемпинга только Born Pretty, и в принципе, кроме Николь Дари, я больше ничего не пробовала. И на последней ноте закончим этот обзорчик или этот советующий видосик. Это штамп. Я его обожаю. Этот штамп просто находка для меня. У меня их пока на данный момент 3. И насколько я понимаю, они потихоньку уходят с Алиэкспресса. Поэтому, если вы еще не попробовали такой штампинг, то я очень-очень советую. Они у меня сейчас активно, все 3. Когда я делаю работу на чемпионат, понимаю, что мне мало. Все-таки 3 мало для работы на чемпионат, очень маловато. Но у меня еще пару других. И вот такой вот у меня он весь бедный, замученный. Это фирма Born Pretty. Они меня тоже устраивают. В принципе, рабочие, хорошие штампики. Ну, стоят чуть дешевле. Этот штампик чуть дороже. Но он нужен для того, если вы хотите уменьшать рисунок. Именно для этого вот эта вторая, как она сказать, подушечка, она для этого нужна, да. Поэтому этот штамп прям советую. Ну и этим тоже место есть быть. Это очень хорошие штампики. На этом буду с вами прощаться. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Оставляйте свои комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал. А мы увидимся в следующем видео. Пока.